Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри и знай». На здоровье наших легких воздействие оказывает огромное количество различных факторов. Основными из них являются курение и плохая экология. Но в ходе долгих исследований ученые выяснили, какие же продукты способны снижать вредное воздействие этих факторов или даже полностью нейтрализовать их. Первый продукт – яблоки. Во-первых, эти фрукты являются отличными антиоксидантами, что в свою очередь способствует выведению из организма различных шлаков и токсинов. Комплекс витаминов С, Е и бета-каротины способствуют облегчению дыхания, значительно снижают риск возникновения респираторных заболеваний, а также существенно улучшают работу легких. Именно поэтому стоит включить яблоки в свой ежедневный рацион. В Америке даже существует такая поговорка: «Кушай одно яблоко каждый день и сможешь забыть дорогу в больницу». Второй продукт в нашем рейтинге – это помидоры. Помидоры, так же как и яблоки, являются отличными природными антиоксидантами. Также в помидорах находятся вещества, способные бороться с последствиями курения. При употреблении в небольших дозах эти вещества не оказывают на здоровье никакого воздействия. Зато при ежедневном приеме на протяжении нескольких лет они замедляют развитие патологий в легких. Третье. Грецкие орехи и жирная рыба. В обоих этих продуктах находится большое содержание омега-3 жирных кислот, которые помогают снижать риск заболевания астмой. Для этого достаточно съедать небольшую горсточку. Большое количество орехов съедать не рекомендуется, так как это может повлечь за собой не самые приятные последствия. А вот в случае с рыбой можно себя не ограничивать. Стоит ввести в свой ежедневный рацион такие виды рыбы, как скумбрия, семга и сельдь. Тогда работа ваших легких значительно улучшится. А если вдруг простудное заболевание все-таки одолеет вас, то эти продукты помогут быстрее справиться с болезнью. Четвертое. Зеленый чай. Этот продукт богат антиоксидантами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в легких. Содержащийся в зеленом чае фермент препятствует возникновению аллергических реакций. Согласно исследованиям корейских ученых, у людей, ежедневно выпивающих по 2 кружки зеленого чая, работа легких значительно улучшается. Пятый продукт – тыква. Интересный факт состоит в том, что тыква содержит в 5 раз больше витамина А, чем морковь. Это значит, что она в 5 раз полезнее для нашего здоровья. Витамин А, или по-другому его называют бета-каротином, обладает прекрасными противовоспалительными свойствами. Ученые проводили множество исследований, благодаря которым было доказано, что чем выше показатель каротиноидов в крови, тем лучше у человека работают легкие. Регулярное употребление тыквы также способно защитить наши легкие в борьбе с новым вирусом COVID-19. Употребление вышеперечисленных продуктов очень важно для правильной работы легких и всего организма. Но чтобы эффект был оптимальным, специалисты советуют также периодически чистить легкие. И как ни странно, врачи утверждают, что лучше всего начать с методов народной медицины, так как они являются более мягкими средствами. А какими же рецептами воспользоваться в такой ситуации? Мы собрали для вас самые безопасные и эффективные методы очищения легких. Первое. Сосновое молоко. Это средство способствует выведению мокроты из легких, а также облегчает кашель, если таковой имеется. Для приготовления такого напитка необходимо взять 5 молодых, еще зеленых шишек, тщательно промыть их проточной водой, а затем залить половиной литра горячего молока. Напиток необходимо оставить на ночь настояться, а утром разделить получившееся молоко на 2 равные части и выпить одну часть вечером этого дня, а другую на следующее утро. Второе. Травяной сбор. Такое средство является классикой народного лечения. Чтобы помочь нашей дыхательной системе, можно приобрести в аптеке готовые грудные сборы или смешать полезный чай самому. Для этого лучше всего подойдут багульник болотный, чебрец или девясил, мать и мачеха или ромашка, мята, душица, алтей, а также солодка – одно из самых древних лекарств восточной медицины для спасения легких. Пить эти травы можно как по отдельности, так и делать сборные чаи.
А один из самых простых рецептов – добавлять душицу или чабрец в обычный зеленый чай. Третье. Кисель из овса. Для этого необходимо взять стакан неочищенного овса, хорошенько промыть его и залить 2 стаканами горячего молока. Далее необходимо варить его до момента, пока жидкости не станет вдвое меньше. После того, как кисель сварился, необходимо остудить его до комнатной температуры и употребить готовое средство в течение всего следующего дня. Курс такого лечения составит месяц. Но главное в данный период времени не употреблять никаких подавляющих кашель препаратов. Вы почувствуете, как ваши легкие очищаются уже после недели начала лечения таким средством. Четвертое. Дыхательная гимнастика. Такое средство считается одновременно и народным, и медицинским. Врачи утверждают, что занятия дыхательной гимнастикой дают прекрасные результаты, а также станут отличным дополнением к основному лечению. Такие упражнения делятся на несколько типов. Статические – упражнения, выполняемые без движений. Динамические – активные упражнения. Дренажные – это отдельный вид, который способствует именно выведению мокроты из легких. Мы не будем рассказывать про все упражнения, а только про последний вид. Стоя поднимите левую ногу до уровня груди. Тяните при этом носок, чуть присядьте, делая вдох. Примите исходное положение и то же самое делаем с правой ноги. Стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях у туловища, кисти спокойно свисают. Делайте поворот туловища вправо и одновременно полуприседание. В этот момент должен быть вдох, при этом руки выполняют хватательное движение. При возврате в исходное положение выдох. Затем в обратную сторону. Стоя, поднимите руки на уровень груди и согните. Делая вдох, резко обнимите себя за плечи ладонями, старайтесь руки свести максимально. Они должны быть параллельны, но не скрещены. Во время упражнения руки не меняйте. Такие упражнения помогут достичь оптимального результата при очищении легких. Особенно хорошо будет использовать какое-либо из вышеперечисленных средств в сочетании с упражнениями. Чтобы понять, нужно ли именно вам задуматься об очищении ваших легких, нужно изучить факторы, влияющие на их засорение. Одним из главных факторов является, конечно, курение. Табак наносит нашим легким огромный вред, который нейтрализовать довольно трудно. Также одним из ведущих факторов является плохая экология. Пыль и ядовитые вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей и выбросы предприятий, могут вызывать серьезные заболевания бронхов и легких. Работа на различных вредных предприятиях также оказывает огромное влияние на состояние наших легких. Лишний вес способен затруднять работу легких, что в дальнейшем может привести к развитию различных заболеваний. Поэтому, если вы подвержены хотя бы одному из этих факторов, ваши легкие, скорее всего, уже просят помощи. И на этом мы заканчиваем. Всем до новых встреч и самое главное, будьте здоровы!